Как работает покерная карма, миллионные долги Тома Двана, невероятный покерный кол в Хаслер казино. Самые громкие скандалы в покерном комьюнити. Рассказываем о них прямо сейчас. Вы на канале Покер.ру. Это 4-й выпуск нашей новой рубрики о покерных скандалах. Поставьте нам лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео. Как работает покерная карма? Четвертый день мейн-ивента чемпионата Австралии. Остались 15 человек в турнире. С ранней позиции игрок открывается на 38 тысяч с разномастными туз-2. Майкл Хаб ставит более 100 тысяч, но как бы забирает фишки назад и делает вид, что хотел лишь калировать. Очень некрасивый ход. Хаб сделал рейс, но уже всем видом попытался показать, что у него слабая рука. Дилер все-таки поправляет игрока и засчитывает именно рейс. Саманта Абернати с пары шестерок идет all-in. Здесь Хаб во второй раз начинает выделываться. Slow play, пытается показать муки выбора, как ему тяжело с его королями. Oh my god, is he gonna really... Oh lord, oh no, fail fish? Oh my lord. Oh no, not like this. Oh my god, he's slow rolling Sam. Oh my lord, what in the world is going on? Oh my god, this, please, a 6. Oh, I mean, I don't usually root for players, but I mean, maybe he's truly thinking about this. Ну и логично, что через какое-то время он калирует. Даже комментатор трансляции начал выпрашивать шестерку для Саманты, чтобы справедливость восторжествовала. Флоп и терн явно не в пользу девушки. Теперь у нее только 2 аута, 2 шестерки, а Хаб уже празднует свою победу. Но Ривер все меняет. Приходит шестерка. Oh, 6 on the river! Ship it to mama! Oh my lord! Oh, 6 on the river! Oh my god. Саманта почти удвоилась, а Майкл Хаб покидает турнир на 15 месте. Это было лучшее проявление покерной кармы. А как вам эта раздача? Владельцу 3 с браслетов СОП Тому Двану окончательно подпортили его финансовую репутацию. Американец задолжал серьезные деньги нескольким коллегам по цеху и, похоже, возвращать их не собирается. Том Дван, один из самых хладнокровных кэш-игроков в истории покера, очевидно переживает не лучшие времена с точки зрения банкролла. Известные покер-про уже откровенно апеллирует к звезде в соцсетях, требуя вернуть давние долги. Покерист Питер Джеттон написал в одной из соцсетей: «Предостерегаю вас от ведения дел с Томом Дваном. Он задолжал мне 226 тысяч долларов. Прошло уже 4 года, а денег нет. Он говорит, что заплатит на следующей неделе после серии Тритон, но никогда этого не делает». Еще более основательные финансовые претензии к Тому Двану у покериста Дэна Кейтса. Речь о сумме с 6 нулями. Должник медлит с возвратом средств уже почти 15 лет. Дэн Кейтс заявляет: «Том хвастается тем, как он умело меня обкрутил, и это немного раздражает. Он так и не вернул мне еще около $1 миллиона за проигрыш в челлендже, датированным еще 2009 годом». So it looks like fans will never see the Dirt Challenge completed, the only real question left being, how much will it cost Dwan to buy himself out of the match? Here are a few reasons why the Dirt Challenge may be dead for good. Том Дван реагировать на гневные посты кредиторов не спешит, чем еще больше себя закапывает. Самый сумасшедший покерный кол в истории. Вам точно стоит это увидеть. Раздача, которая наделала много шума в покерном комьюнити в 2022 году. Казино Хаслер. Супер дорогая кэш-игра. На префлопе профессиональный игрок в покер Гаррет Эдельштайн ставит страдл $800, а затем рейзит до 3000, имея на руках 8-7 крестей. Робби Лью, игрок-любитель, калирует с разномастными валет 4. Флоп 10-10-9. У Гаррета стрит-дро и флэш-дро. Он делает ставку 2500 и... 2500. Робби калирует. На терне приходит тройка червей. Для игроков ничего не меняется. Гаррет Эдельштейн продолжает нагнетать атмосферу. И в банк уже летит $10 тысяч. Напоминаю, что у Робби Лью валет 4, и она увеличивает ставку до 20 тысяч. She's got one club and one heart, and wow, look at this. What is she thinking about here?
что было дальше. Гаррет делает 4 бет в $129 тысяч, что равняется всему стейку Робби Лью. Чего не вышло. С такими картами продолжать просто не имеет никакого смысла. Но, тем не менее, Робби Лью использует фишку таймбанка и задумывается о коле. Комментаторы изо всех сил пытаются объяснить происходящее. Sort of acted a little bit with Jack 8 of diamonds from a few rounds ago. Может быть, она неправильно прочитала свои карты, но это не турнир, это кэш-игра. Ей нужно поставить $100 тысяч. После длительных рассуждений и предположений, что у Гаррета ничего нет, Робби Лью калирует ставку. She calls? For once, but it's up to you. Yikes. Oh my God. С Валет 4, не имея ни единого совпадения на доске, это самый невероятный кол, который можно себе представить. Что важно, так это кэш. Игроки открывают свои карты только после выхода 5-й карты. Они договариваются на Run and Twice, двойной прогон. 2 карты на ривере. Первой приходит 9, а затем туз. Крестей нет, Гаррет уже понимает, что он проиграл. Тем не менее, за столом отличная атмосфера, все друг друга улыбаются. Ровно до вскрытия карт. Jack 4? Had 4 jackpot. What? Whoa! Look at Whoa, look at Garrett's face. That's some fucking poker right there. That was sick. Wow. Игроки в шоке, комментаторы в шоке, но больше всего своим глазам не может поверить Гаррет Эдельштейн. Jacob, you look like you want to kill me. I'm not Jacob. I'm like, you look like you want to kill me, Darius. Хочешь меня убить? Спрашивает Робби, смотря на Гаррета, который уже 2 минуты сверлит ее взглядом. Его можно понять, как в такой ситуации найти объяснение выставлению на все фишки, не имея ничего в руке. The flop goes bet call. The turn goes bet raise shove. Call. Игроки начинают выяснять отношения. Гаррет считает, что Робби жульничала. Она, в свою очередь, объясняет свои действия тем, что думала, что у него в руке ничего нет. Никто за столом так и не смог найти логическое объяснение происходящему. It's not about what I have. It's about what I don't think you have when you play against me. That's it. Гаррет Эдельштейн так и не пришел в себя, и в этот день игра для него закончилась. Но самое главное осталось за кадром. Гаррет потребовал Робби вернуть все деньги, которые он проиграл, что она, собственно, и сделала. Споры по поводу этой истории не утихают, а сама раздача продолжает обрастать новыми деталями и по сей день. А на этом все. Спасибо, что смотрите. Если формат видео вам понравился, обязательно посмотрите на канале и другие выпуски покерных скандалов. Пока-пока.